Каблуки мои здесь ни при чем. И я надеюсь, что буквально вот еще пройдет некоторое время, чуть-чуть, и я снова встану на каблуке. Хожу к врачу. Он смотрит и орет на меня. А вы не видите, что у вас 5 часов? А я ору на него. 3 горошина 120 рублей. Все, нормально. 90 грамм. Я на каблуки скоро встану. Ну, а сейчас пока вот Да, шлепанцы пока легкие такие. тапочки. Это не тапочки. Тапочки я бы не одела ни в жизнь. А потом я такая, вот я такая, меня уже не переделать. Да, я люблю жизнь, я люблю танцевать. Не торопитесь, Валентина Ивановна, я за А вами, я просто хожу. я за вами не успеваю. И так хожу, слава богу. Открываем водичку и за свиданица пьем. Мы люди ведем трезвый образ жизни, да, Валентина Ивановна? Неужели? Люди, будьте добрее, понимаете? Приписывать И тогда, тому, да. и тогда будет у нас все в жизни намного лучше. Понимаете? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся на Сокольнической площади возле метро Сокольники. Легкий дождик моросит. А что мы здесь с вами делаем? Встречаем великолепную Валентину Ивановну. После выздоровления, как ваша ножка? Нормально. У вас правая ведь была, Правая, да? правая. Как правая, самочувствие, да. Валентина Ивановна? Прекрасное самочувствие, уже хожу. И Уже сегодня хожу. вот мы решили с Валентиной Ивановной поведать из первых уст, так сказать, как и что произошло, как можно лечились, болеть. чем лечились, как Да, болели. как можно болеть. А пойдем мы сегодня с Валентиной Ивановной куда? Это уж куда прикажете, сэр. В Теремок. Мы давай. там уже были. Я сегодня, кстати, выбирал меню там. Так. Смотрите, там вот я хотел десерт, каша есть, но она на топленом молоке. Вы не будете? Нет. Все, это- тогда будет десерт у вас другой. Блин Конечно, блин. с клубнично-земляничным вареньем. Вы как? ради Пойдет? бога. Там другие есть. Ну, может, выберите. Пойдемте. Пойдем. Ну-ка посмотрим, как Валентина Ивановна Нормально. идет. Ну вот, посмотрите. Нормально иду. Нормально ЧП иду. это произошло прям перед моим отъездом Да. в Крым. Да, в этот сказать. же, почти в этот же день, суббота была, 26 И число. меня да. не было, и Валентины Ивановны не было. Да, болели. Болели. Ты отдыхал, а я болела. А я болел за вас там, Валентина Ой, Ивановна. а я за твой отдых болела, чтобы О. ты хорошо отдохнул, приехал свеженький, с новыми Так, а где у нас силами. она? Вон там, я уже Вон забыл. там, вон там, Пойдем, рядом, как я рядом, сказал, рядом, уже рядом. пойдем Рядом, в всё, да, рядом. Теремок. Как вы его называли? Не Теремок, а я забыл уже как. Грабли? Хуторок. Хуторок, да. Я хуторок Это называла. хуторок. И сегодня мы с вами еще раз повторим туда заход. Давай, давай, да. Вы не против, Валентина Ивановна? Нет, я за. Я всегда за все за. Вот посмотрите. Вот А я нет, потихонечку я раз. ее еще пока щажу, да. Еще щажу немножко. Правильно, еще вы не танцуете пока. Попробую, вот завтра собираюсь на танцы пойти. Вот завтра я и Вот так. посмотрю, как у вас. Да, ну, прошло. наверное, в основном будут сейчас такие более или менее медленные танцы. Уж потом перейду. Прыгать пока не будем, да? О, Господи, ужас, еще и пердит, да? ужас, ужас, Я извиняюсь за мой французский. ужас, ужас, ужас. Не машина, а кошмар. БМВ. Да, БМВ? Да. Я даже от страха не поняла, какая. Ну это спортивные у ней. Это ж надо так. Это вообще ужасно. Погоды портятся, да? Нет, сказали, суббота, воскресенье будут прекрасные. Ну, Суббота с складывайте хорошей зонтик. погодой, а воскресенье еще теплее. Ну Еще прям те- под заказ, как на Да, танце. да. Ну Как давайте нас- мы посмотрим, Да, как вы по сейчас лестнице посмотрим будете здесь. подниматься. О, веселым, бодрым шагом. Да, конечно. Ну и слава богу. Да, слава богу, вот именно. О, Слава спасибо. богу. Спасибо. Проходите, вот он теремочек. Сейчас мы в него пойдем и будем заказывать. Мы уже здесь были. Так, Валентина Ивановна, пойдемте. Стол надо нам занять, да? Что-то пока мы не наблюдаем с вами. Нет, пока не вижу. Че бы нам сам, где бы с тобой? Народу много. Много сегодня, да. О, все А уже занято, Валентина пятница. Ивановна. А уже пятница, потому что. Вот они, заказы. А там уже велосипеды продают. Пятница. Ну, давайте постоим, подождем. Да.
Ну вот, подождали мы минут 10, Да, заняли наконец столик угъездились. и пойдем Да, сейчас. нашли, Пойдемте пойдем, заказывать, пойдем. Валентина Ивановна. Сейчас мы будем смотреть. Вот меню. Начинается мучение техники. О чем учение? Ну, это вы у меня хорошие, смотри, а я Ну что, Сделать смотрим, заказ. сделаем заказ. так. Продолжим. Сейчас мы не будем торопиться, потому что мне писали, Валентина Ивановна, Да. по детальнее меню покажите. А, хорошо. Так, супы мы будем? Я думаю, наверное, нет. Я Да, тоже. я Вы думаю, нет. не стесняйтесь. Нет, я при Тогда чем? мы Нет, начнем нет. с вами всё. со вторых блюд. Да. В принципе, я уже смотрел. Так, смотрите, лисички с гарниром. Нет. Дальше идем. Семга с гарниром. Нет, это такой тоже нет. Вторые блюда. Давай. С соусом это непонятно Нет, что. нет, мы с тобой. Так. Идем. Картофель по-фермерски. Как вам? Так. Давай это самое. как Смотри, говорится. давайте посмотрим все меню второе да. блюдо. Ну вот так, да. Вот смотрите, и цены Слушай, я 3 зрителям горошина показывал. 120 рублей. Все, нормально. 90 грамм. Так, И все, уже кончились, да? Вторые блюда. вторые блюда. Вот Все кончилось уже, да? Ты проехал все, да? семга с гарниром и соусом на выбор. Лисички. Семга с гарниром. Так, грибы с гарниром. Что-то я смотрел, здесь котлеты были. Я хотел котлеты взять, Давай. домашние. Да, ничего пока нету, понимаешь? Ну-ка, может, еще полезет, нет? Смотрим. А пошли уже супы. Не пойдет уже все. Так. А что ж, да, что же тогда Что мы сегодня будем? из Гречка блага с ветчиной, что-то гречка мало, с да. капустой, яйцом. Да, ну гречку нам с тобой, ну сам понимаешь. Вот тебе Вторые мясо. блюда. Вот что здесь второе блюдо, непонятно. Гречка и еще какая-то. Ну ветчина или что-то Я в не этом хочу роде, гречку. да. Может попробуем лисички? Валентина Ивановна? Так, давай по одной брать и будем делиться. Давай. А как мы потом будем делиться? Как? Ну, вы что хотите вот из этого? Давайте, берите вы, Ну так давай будем. лисички с гарниром. Так, посмотрим. Это Откроем их. так. Вы берите гарнир. Какой? Что они пишут? Так, картофель по-фермерски. Вот этот, я думаю. Пюре картофельница. Так, конечно, картошка Капуста по-фермерски. с яйцом. Да. Картофель по-фермерски, Да, да? по-фермерски, да. Так. Всё. Так. Вот она О, твоя. Вот она у тебя. Котлеты куриные в Ух ты. начинку, одна штука. Картофель котлет. по-фермерски. Котлета домашняя. Вот. Котлету просто бери домашнюю. Так, котлета рыбная. А как две котлеты Подожди, взять? вот котлета домашняя, видно, не рыбная. Не, это понятно. А как две взять их? Так, котлета куриная, котлета рыбная, томленая Так, грудка, сосиска. Смотри, картофель фермерский. Так, добавить. Сейчас мы с вами Картофель мы взяли с тобой, лисички. лисички картофель тогда надо взяли. удалить. Да, так, все. Так, картофель фермерский. Так, что-то я вообще не пойму. Сейчас выключу. Так, ну пока мы там отложим, вот блины, малина, земляника Малина, земляника. добавить. Это будет Валентина Ивановна. Да. Так, шоколадный крем добавить, добавить, Вот малина, земляника. добавить в корзину. Так, малина, земляника один. Да, один. Ну, ты же это не ешь. Тебе это не нравится. Так, а я себе возьму десерты. Чего тебе Вот, нравится? десерт гурийский, тоже с клубничным вареньем и тоже вот, И с орешками. нет. Так, А нету. было малина, земляника тоже была. Вишневым вареньем. Вот, малина, земляника. Вот. Вот это я беру тоже себе Так, добавить. так. Так, ну а теперь вторые блюда нам надо с вами. Ну, мы вчера с собой не взяли картошку-то. Она, Картошку-то. так, картофель по-фермерски. Стандартный или большой берем? Большой, наверное, Наверное, давайте. большой возьмем. Да. Разница небольшая. Так. И котлеты Котлета домашняя. домашние. Да. Котлета домашняя. Да. Добавить в корзину. Так, теперь смотрим. Картофель по-фермерски.
2. Вот он, и есть, видишь? 2 получилось. Так, да. Котлеты домашние. Так, есть. А там написано было 2, я говорю. Посмотри, видишь? Котлеты по-фермерски. Котлеты один. домашние. Да, 2. 2, да. Так, картофель по-фермерски 2. Тогда получается, Нас котлеты двоих- домашние надо 4 нам. Почему? Почему? Ну вот, мы здесь посмотрели, пойдемте туда, закажем. Давай, Валентина давай, Ивановна. все посмотрим, да. Да, быстрее. А подожди, а пить ничего не взяли? А. Ты что? Пить надо. Так, мы сейчас здесь посмотрим, а закажем там. Так, напитки. Да. Просто посмотрим. Напитки. Лимонад малина брусника, Так. лимонад мандарин. Мы ведь запомнили, что мы будем, Да, да? да, да. Ну, конечно, возьмем малину бруснику с собой. Малина брусника, да? Конечно. 2. А малину брусника 2. Все. Все. Пойдемте туда Да. теперь. И здесь мы сейчас все это закажем по второму кругу. Вот. Гораздо удобнее здесь нам будет. Здрасте, нам с напитков начнем. 2 напитка. Малина земляника. Малина брусника. Да, малина брусника, совершенно точно. Будем здесь сюда. Так, потом 1 блин, земляника, клубника. Нет, нет. Малина, Ма- малина земляника. Малина Малина земляника, земляника. да, уже все путаю. Малина земляника. Так, десерт кашу манную тоже с малиной земляникой, одну. 2 картошки деревенские или они какие? Большие мы брали, Да, да, да. да. А? С котлетками Ну подождите, Да, я говорю, да. 2 этих и плюс по 2 котлеты в каждую. есть куриные, рыбные, домашние. Домашние. Вот, да. Соус томатный, сырный. Томатные. И Обе томатные. 1 сырный, 1 томатный. Видишь? Будем макать, Конечно. если Ну, что. нет, ну ты же знаешь, сыр у Так, нас. лимонад 2, малина брусника, блин 1, десерт гурьевский 1, вторые блюда, домашние котлеты 2, картофель фермерский 1, домашние котлеты 2, картофель фермерский 1. Так, итого заказ у нас обошелся в 1626. И хлеб, Валентина Ивановна. А какой Давайте ваш хлеб? Есть булочки у нас белые или ржаные. Ржаные булочки. ржаные булочки 2 и цезарь 1, дайте нам. Салат или Да. белый? Салат. Спасибо, можно заплатить? А наше приложение есть? Не, нету. Ну все, и вот у нас вышел заказ 1976 рублей. Все, Валентина Ивановна, садитесь. Ну вот, все мы заказали, вы видели сколько, и 67 заказ. У меня на карте просто спасибо на Сбербанковской набралось на 1600 рублей. Всего в рублями я заплатил 307 рублей. Вот эти кэшбэки. И вот мы с Валентиной Ивановной ждем наш заказ. Да. И вот смотрите, Валентина Ивановна, я говорю, получилось почти 2000 рублей заказ. Так. И да. у меня на карте были, спасибо, вот эти кэшбэки. То Так. есть набирались за каждую Так. покупку, А плюсуют вот кэшбэк. И сколько сняли? И всего? сняли с меня 1600 с чем-то. Короче, заплатила всего 307 рублей. Сколько? 307 рублей. Остальное все кэшбэки. Слушай. Так ну что я- картой выгодно расплачиваться, Валентина Ну, есть Ивановна. она у меня есть. Такая Ну вот, постановка. ждем Да. заказ у нас 63-й, 67-й. у нас 67-й, да. да. Вы Там там уже- посматривайте, а я вон, вижу видите, вот 63-й он, уже, да. да. Так, ну, давайте, Валентина Ивановна, пока мы ждем заказ, покажем еще раз, Да, чтобы покажи. людям интересно. Вот наш заказ, смотрите. Вот я сейчас буду потихонечку вести, что мы набрали. Ну, даже если не съедим, не страшно, за 307 рублей, да? И всего 300, Съедим все. 307 рублей. Деньги платили, все. Сегодня мы такой вот набрали. Я специально дома не ел, выбирал меню. Я Да. надеюсь, вы тоже не ели, Валентина Не, Ивановна? нет, я только завтракала. О, набирали, так сказать, нагуливали Да, аппетит, вот да? вот тогда один раз с тобой где-то не смогли съесть, мучились, страдали. Так, ну теперь давайте, как все произошло, Валентина Ивановна? Произошло все банально. Подрулил какой-то товарищ танцующий. Я его вообще-то не знала. Подошел, сказал, можно с вами танцевать.
Ну, я сказала, пожалуйста, хотя мне не очень хотелось, потому что он был немножко неадекватный. Шофе. Да. Начали танцевать, все было нормально, нормально. Потом он начал все быстрее и быстрее. И в быстром танце он поскользнулся. Он поскользнулся, не удержался и со всей силы своей ногой ударяет по моей ноге, потому что он как бы падал, понимаешь, в чем дело? И все. Я почувствовала боль, я сразу сказала, извините, я пойду сяду. Я села. Вы перепугались? Нет. Не было? Я Испуга сначала не не было? поняла, Я села, потрогала ногу, могу наступить. Я боялась, что перелом. Я боялась очень этого, что перелом. Ну, вроде так ничего, не больно. Я посидела, потом там был какой-то медленный танец, я там с бабушками потанцевала, вроде ничего. А потом подошел ты и говоришь, Валентина Ивановна, вот у нас какие-то дела, значит, пойдемте. Я сказала, пойдем. И мы пошли. Самое обидное, что я вас постоянно снимал, а в этот момент, когда вы ударились Да. ногой, я не отлучился Да, и не далеко снимал было, вас, далеко. да. И никто вообще не Я успел. видел, что вы с ним танцевали, но самого да, вот этого да. приключения я не да, видел. И мы пошли тогда, все пошли спокойно. Пошли мы в этот знаменитый, где все по 400, Да. посидели. Кстати, вот я перебью на секунду. Оказывается, там до 4 часов по 250. Серьезно? А после 4 300 уже было. Чудесно, будем знать. Вот, да. Будем знать. Это в комментариях написали. Да, Валентина замечательно, значит, и все, и мы пошли, и все так, я ногой пробовала, и все. Потом уже, когда это я стала смотреть, ботинок становится очень тесный. Пошел отек, и когда мы закончили там кушать, я же сказала, Игорек, пойдем-ка вызывать такси. Ну вот мы вызвали такси, я поехала в травму, приехала в травму, Травму к возле себе. своего дома. Да. Нет, она не возле Ну, моего там, дома. в вашем Она районе. В моем районе, да. Приехала туда, там народа было мало. Ну, сразу посмотрел мальчик меня, потом сказал на снимок. А на снимок там надо ложиться на стол, а нога-то лодыжка убитая, и она мне попыталась ее положить, чтобы снимать. Медсестра, да? Да, я завопила на весь кабинет. До нее дотронуться было нельзя. Очень больно было. Это непередаваемая боль. Я сказала, вы знаете, я сколько могу поверну ногу сама, но вы меня не трогайте, потому что у нас не получится ничего. С такой болью я ее просто не удержусь, когда вы будете снимать. Ну, мне сняли. Ботинок. Да, это не ботинок, а на столе А, положить всё, ногу, всё. чтобы снять ботинок. Я уже хожу в носке, уже без Снимок, ботинка. снимок. Да, снимок. Обратно к врачу пошла. Врач сказал, перелома у вас нет, у вас сильная гематома, и вы это самое, как говорится, должны лечиться по месту жительства. И вот тут я хочу сказать. Перебью опять на секунду. Сколько заняло это времени, вся эта процедура? Это заняло Валентина недолго, народу было Ну, мало. 20 Это, минут, 30, нет, это час, в течение два. часа. Час. Это в течение часа. Пока сделали снимок, потом снимок пришел на компьютер, потом врач смотрел, потом мне забинтовали ногу, потом меня отвели в процедурный кабинет, сделали укол обезболивающий. Нет, это приблизительно в течение часа. А уже когда все это закончилось, идти я не смогла. Я вызвала сына, чтобы он приехал на машине, а меня к нему вывезли на коляске. Да, подвезли к машине, и в машину я уже впрыгивала на одной ноге, уже наступить было нельзя, боль, она распространялась. Вот и с этого все началось, понимаешь? А в травмпункте что-то, чего-то прописали? Да, вам, какие-то прописали таблетки? очень много. Прописали вот этот башмачок ортопедический, прописали мазь, прописали гель, прописали таблетки. Все прописали. На следующий день, это самое, как говорится, мне все купили, все принесли, все было. А вы вот сказали, после того, как с травмпункта вы ушли, и тут началось. А тут началось другое, я хочу сказать. Я уже, значит, на одной ноге, и я ему сказала, доктор, а что мне делать? А он и говорит, а вы должны обратиться по месту жительства, где вас будут лечить. Я говорю, и где же? Нет еще. Нет, Посмотрел. нашего нет, наш проскочил. Я говорю, и где же? И вот представьте себе мое состояние.
Я живу на улице фактически Первомайской. Отправляют меня лечиться в Новокосино. Ого. Салтыковская, дом 14. Ого. Это приблизительно в районе Николо-Архангельского кладбища. Это надо выехать на Кольцевую. Это надо ехать по Кольцевой минут 20. Потом еще там это все. Я сказала, я никогда в жизни не поеду. Вы, видимо, приписаны были к этой больничке. Нет, теперь так разделили. У нас так разделили. Я не приписана. Просто там раз в год, Валентина Ивановна, можно в любой поликлинику Москвы нет, приписаться. Нет. Нет, да? Ты абсолютно не прав. Слушай внимательно. Сейчас я тебе пролезу, скажу, все та же самая история. Ну, Значит, вы про себя сначала, потом вот, я говорю, так, идет картина-то. Значит так, первую помощь травматология оказывает, куда ты пришел. Ага. Вот я пришла к себе на 13-ю парковую, Среднепервомайская, дом 48. Они первую помощь оказали. Они мне сняли, забинтовали, все мне выписали. А лечиться я должна у врача. Они не лечат. Они именно туда надо, на Новокосино. Я сказала, я в Новокосино не поеду. Значит, я лечилась дома. Боль у меня потихонечку, она так уходила. Вот. Но приблизительно через неделю нога у меня начала гореть. Гореть огнем. Опухоль больше не развивалась? Нет. Но она была? Мостовышка была опухшая, но такая не криминальная. Началось гореть. Гореть это плохо. Я, недолго думая, доковыляла, не брала такси, потому что это у меня рядом пока еще, доковыляла обратно в травму к мальчикам. Меня не хотят принимать, мы только оказываем первую помощь. Я говорю, нет, вы меня примете, потому что вы посмотрите мою ногу, почему она горит. Я добилась. Меня мальчик принял, врач, посмотрел мою ногу и говорит, я подозреваю у вас тромбоз, вам срочно надо делать УЗИ. Я говорю, и где прикажете делать УЗИ? Они сказали, так, УЗИ надо делать вот опять на этой Салтыковка 14, или попытайтесь в своей районной поликлинике, или за деньги на Алтайской улице, где находится платная поликлиника. Я говорю, я поняла, ушла от них. Что делать? Нога горит. Иду в свою районную поликлинику, здесь уже беру такси. Приезжаю на такси в районную поликлинику. Мне надо к хирургу, без него ничего сделать нельзя. Беру талончик. А талончик у меня только на 5 часов вечера, а я приехала утром. Плохо мне. Я говорю тогда, девушка, он принимает сейчас? Она говорит, посмотрела, принимает. Я поднимаюсь на 3-й этаж. Сидят 2 человека. Я им говорю, ребята, я из травмы. С ногой у меня что-то очень плохо. Пропустите меня, я на 5 часов, а время всего 11. Они говорят, иди. Я вхожу, врач смотрит на меня. Ну, это как с острой болью, без очереди можно. Это я людей попросила. Людей. Никакой острой боли не существует. Забудь об этом. Это было в советские времена, когда острая боль, ты идешь. Это люди добрые меня пустили. Вхожу к врачу. Он смотрит и орет на меня. А вы не видите, что у вас 5 часов? А я ору на него. А вы мою ногу видели? Садитесь. Снимайте брюки. Я сняла брюки. Показываю ногу. Он смотрит и говорит, да, нога нехорошая. Я говорю, с хорошей бы к вам бы я не без пришла. тебя знаю, что А я и сказала, да. И все. Так, 67 пришел. Все. Вон 67. Все, я пошел забирать. Так, давай, пока, давай. Валентина Ивановна, Все, так, давай, возьмем. спокойно. Надо не забыть 2 стаканчика под водичку. Да. Всё. Сейчас еще один поднос будет. Так, Это моя каша. это сразу от меня.
Так, это ваш блин. Это вот цезарь я взял. 1, 2, 2 водички. Булочка, Валентина Ивановна. Еще одна Да. булочка. Приборы. Так, Это вам. Так, это мне и ложка под кашу. ну еще бы. Давай сюда. Все. Сейчас мы эту всю красоту снимем. Так. Вы запомните, на чем вы Я остановились. помню, да. Так, Это я помню. Все у нас есть. так, ну вот смотрите, дорогие друзья. Вот это все у нас стоит 307 рублей. Валентина Ивановна и доставки. Остальное все на кэшбэк. Да, молодец. Здесь до 99% можно платить кэшбэком. Да, молодец. Прям получилось изумительно. С кэшбэком. Теперь мы что делаем? Открываем водичку и за свиданица пьем. Мы люди ведем трезвый образ жизни, да, Валентина Ивановна? Неужели? Нет? Все впереди. Хорошо. Интересно, какие сделали штуковины такие. Открываем вторую. Да. Прозрачная. Должно быть так, Игорек. Ну, Валентина Ну Ивановна, что? я хочу сказать, За. все, что хорошо закончилось с вашей ногой, больше не болейте. Да. И всегда, Будем надеяться. всегда да. хочу вас Да, видеть давай, надеемся. веселый, красивый Да. и улыбчивый. Ваше здоровье. Спасибо. Как вам вода? Очень хороший. Так, я кашу пока отложу. У меня вот Хороший у тебя это самое. котлеты и салат Цезарь. Можно прям будем Ну, естественно, попробуем немножко. тыкать. Вы со своей стороны, я со своей. Так, у меня сырный соус, у вас Томатный. как вам картошка? Нормально. Она дорогая, эта картошка. Так, ну вы, дорогие друзья, запомните, на чем Валентина Я Ивановна напомню, остановилась. девушка, картошка на рынке стоит 150 рублей килограмм. Называется бэби. Вот вы картошку макните в сырный соус. Пробуйте. Но ты же знаешь, что мне нельзя. А, и сырный вам нельзя? Молоко, сыр, это все не мое. А, вот блин с вареньем. Малина, земляника. А у меня каша гурьевская, как они говорят. Но она на топленом Каждому молоке. свое. На Каждому топленом свое. молоке и масле. Каждому свое. Поэтому Валентине Ивановне мы ее не предлагаем. Да. Не мой размерчик. И потихонечку начинаем есть. Салат Цезарь. Нет, нет, очень хорошо. Ну и котлеточку Валентина Ивановна. Спасибо. Потихонечку можно рассказывать. Или мешает едя. Да. Булочка. Врач посмотрел мою ногу и сказал, надо срочно делать УЗИ. Я говорю, хорошо, а где я могу сделать УЗИ? Вот он мне перечислил все варианты, где я могу сделать УЗИ. И все. Можно, значит, это самое. Я вам сейчас спущу на терминал направления. Я была 3 сентября, нога никудышная. Я спускаюсь на терминал, он мне выдает первый талончик на УЗИ 11 сентября. Ого. То есть ждать 8 дней. Ну, это уже мне никакой мере не подходит. Я поднимаюсь на 2-й этаж к заведующей, здороваюсь с ней, говорю, вы знаете, я вынуждена к вам обратиться. Ситуация неординарная. Я объясняю ей ситуацию, показываю ногу. Она говорит, хорошо,
вам придется посидеть, и пишет мне записку, 232 кабинет, на УЗИ. Ну, видите? Я, правда, посидела там недолго, полчаса. Меня берут, делают УЗИ 2 ног, потому что тромбоз – это очень серьезно. Это, можно сказать, отвратительно. Вот. Она говорит, слава богу, тромбоза у вас нет. Диагноз не подтвердился. Но у вас плохая гематома, она залила вам сухожилие. И поэтому нога воспаляется и очень плохо у вас болит. Поэтому это самое надо будет, как говорится, принимать все те лекарства, которые вам доктор прописал, а потом обратно показаться. Я поехала домой, тромбоза нет, какое счастье. Продолжаю принимать лекарства, продолжаю все делать, нога продолжает гореть. Нога не... Она, понимаете, вот к вечеру огненная. Я лежу в постели, подняв ногу на подушку, она огненная. А ходить не больно. А ходить не больно. Ну и все. Начинаю думать, что делать. Нормально. Обратно еду в поликлинику, беру талончик к новому хирургу. Еще неделя прошла. Вот. И вот в эту среду я должна была идти к хирургу. Но я решила продублироваться, пойти в платную. И поехала на такси на Алтайскую улицу, платную. Приехала, поднялась, народу немного. Прихожу к хирургу, рассказываю ей ситуацию, она мне заявляет, а я вам не нужна, вам нужен травматолог. Я говорю, а я травматолога, вы хоть ногу посмотрите. Она даже смотреть не буду. Ни денег с меня не взяла, отправила к травматологу. Я не пошла к травматологу. Травматолог там же у них или надо в другое место куда-то? Куда-то ехать. Это был вторник. В среду иду к своему хирургу, которому у меня талончик. Прихожу к нему опять. А он мне говорит, я же вам сказала, вам надо сделать УЗИ вашей ноги. Я говорю, доктор, я ее сделала в тот же день. Для него это было шок. Он глаза на меня вытаращил и совсем по-другому стал разговаривать. Сразу одел перчатки, сразу подошел к моей ноге, начал смотреть ногу, начал ее везде, как говорится, проверять и убедился, что у меня уже боль не там, где ушиб, а боль у меня у пальцев и боль у меня в икре. То есть вот эта проклятая гематома, она расползается и дает по всей ноге и дает воспаление. Ну, и он сразу вошел в компьютер. До этого он ничего в компьютере не видел. Вошел в компьютер, наконец прочитал то УЗИ, какое мне сделали. Еще кучу таблеток выписал, да? Конечно. Снова нет, не куча. Таблетки я пропила, свечи я все проделала. Он выписал мне снова гель. Мазь очень интересную. И, надо сказать, попал в точку. Да. Вот со среды, сегодня пятница, я только 3-й день мажу, да? У меня уже пожар намного меньше. Это у вас за этой среды был пожар? Все? Да. А ты как думал? Конечно. Я же вам, когда из Крыма звонил, вы говорили, все хорошо. Да, я говорила, хорошо, нога не болит, ходить могу, но то, что она горит... Жар не прошел. Жар не прошел. И вот я сейчас, она у меня более или менее чуть-чуть только горячая. То есть я уже ногой, когда сплю, могу ворочать уже, как говорится, все такое. Но и видишь, я нормально пришла, абсолютно. Да, вот сейчас я специально вас показал людям, чтобы не переживали. Нет, я даже сегодня не стала одевать, потому что мало ли, сколько мы будем с тобой ходить, понимаешь, в чем дело? Но я уже попробовала с тоненьким носочком одеть ботинок. Я сейчас пришла в шлепанцах. Шлепанцах. Давайте покажу. Да, шлепанцах. Вот. Так что я ботинки уже могу одеть. Уже такая большая опухоль, все ушло. Но мало того, этим еще все не закончилось. Вон, когда меня все выписал и сказал, я вам назначаю физиотерапию. Да. Я говорю, хорошо. Значит, идите на терминал,
И я вам спустила направление. Я спускаюсь на терминал. Это вчера было. А это там- вот еще вы не рассказывали мне. Ну как, ну вчера я же у врача. О, нет, не вчера, в среду я была. А, в среду я в среду. была. Спускаюсь на терминал, а он выдает мне. Первая запись. Ой. Первая запись к физиотерапевту на 22 сентября. А было всего-навсего какое у нас? Вот так. И вот так что у меня талончик могу показать. Лежит на 22 сентября. Но я к ней, конечно, схожу 22 сентября. Сходите, а Да. это где? Далеко от вас? Это у нас все в районе метро Измайловская. А, Измаил. Вот так, дорогие друзья, Валентина Ивановна. Нет, я просто хочу сказать, что, к сожалению, с тем районированием, которое сейчас сделали у нас, и вот таким образом распланировали медицинскую помощь, нормальному человеку лечиться очень трудно. Очень. Потому что тебя гоняют с одного места на другое, и особенно, когда ты не можешь сам передвигаться. Это ужасно. А в советские времена не так было? Нет, нет, Все было в одном месте, да? да. Не Сами- надо никаких талончиков. Нет, бесплатно. нет, талончики всегда были, запись всегда была. Но чтобы ждать по 10-12 дней, никогда такого не было. И потом никогда не было, чтобы даже что у тебя случилось сейчас, ты должен идти к терапевту. И терапевт твою судьбу решает. Он только дает направление к кардиологу, к нервопатологу, к стоматологу. Это только он дает направление. Ну да, представляешь? раньше ты сам А раньше записывал. нет. Раньше приходишь, записываешься и идешь. Да, сейчас в поликлинике народу меньше. Потому что все идут По времени по своему. по времени. Народу меньше. Но с другой А стороны, толку меньше. А толку меньше. у них ведь там лимитировано сейчас на человека, там сколько, я не знаю, 7-10 минут, не 12. больше. 12, да? И все. Как вам котлеты? Более-менее ничего, есть можно. Такая. Ну, не ахти. Нет, ну Ой, не- ну, нет. я имею в виду, ну не прям ах. Нет, нет, она, понимаете, паровая. А, да. Я больше жареные люблю. А? Я больше жареные люблю. Ну. Но они за Ну, здоровье. не заботиться о нашем здоровье. Да. Теперь вот вы хотели сказать, у Лены все в точности как у вас, да? Вы как сговорились обе в одно и то же время, ноги попортили свои. Да, Лена, Лена то же Вот самое. вас сгладили, Валентина Ивановна. Ага. Мгм. Ну, я хочу сказать, когда я сейчас читала отзывы, там, когда есть, да, конечно, подавляющее большинство людей сочувствующих, людей, желающих скорейшего выздоровления, вот, людей больше добрых, но есть и такие высказывания. Ну что, допрыгалась на своих каблуках? Но я не прыгала на своих каблуках. Это допрыгался мой партнер, а не я. Да. Каблуки мои здесь ни при чем. И я надеюсь, что буквально вот еще пройдет некоторое время, чуть-чуть, и я снова встану на каблуки. Я тоже на это надеюсь. Абсолютно. Ну, завтра с осторожностью попробуйте потанцевать. Да. Такие не быстрые танцы, да? Да, да, да. Но, что я тебе хочу сказать, Игорек? Я в прошлую субботу, когда пошла на танцы, я тебе покажу фотографию. Меня встретили девчонки вот здесь у метро с букетом цветов. И я, понимаешь, пришла на танцы с букетом цветов. Так, девчонки, вы с ума сошли? Меня даже слезы пробили. Валентина Ивановна, мы так Откуда они захотели. знали, что вы придете? Звонили? Они звонили. А, там Люба, наверное, была, да? Нет, была Рита А, Рита. с подружкой. А, Ну, и когда я там сидела,
все подходили, здоровались. О самочувствии, да? Было очень, спрашивали? очень было приятно, конечно, все. Но вы до конца отнеслись. программу отбыли, как говорится. Да? Очень, да, очень было по-доброму. Много народу было? Народу было много. В этот день Люба была последний раз на танцах, она улетала в санаторий. В Ну, не Нальчик. последний, а Ну, в этом случае, перед санаторием. Ну. Вот так. У вас был прощальный ужин, да? Такой Да. легкий. Был у нас ужин небольшой. Мы пошли на лавочку, посидели. На знаменитую лавочку. Нет. Нашли теперь другую. Другую нашли? Ты знаешь, Люба сказала, вы идите, Валентина Ивановна. Саша пошел уже занимать лавочку. Сашка был, да? Был. Не это Саша, другой Саша. другой. Другой. А я и пошла, где мы всегда. Иду, а там все сидят другие. Иду. Смотрю, Саша этот бежит. Валентина Ивановна, а я последний раз перед этим, как я заболела, не была. Они совсем в другом месте. В кустах нашли эту лавочку, такую уютную, хорошую. Это сколько вы выходных пропустили? 2, да? 2 4. недели. 4. Точно. Блин, время летит. Нет, 4. Это вы имеете в виду 4 суббота-воскресенье, Да. суббота-воскресенье. 4 танца. А недели-то 2, получается? Наверное. Ну, с 26-го, нет. Больше 3. Больше, 3. 3. Ну, вначале, Игорь, говорить было не о чем, понимаешь? Оцените Цезарь, Валентина Ивановна. Вы по Цезарю все судите. Помните, мы как ходили с вами? У вас продуктовая корзина с Цезаря начинается. Я тебя подожди, Игорь. У нас с тобой опять, как всегда, из столько, что мы начинаем уже в себя втискивать. Вот Все. А это что тут? Ну, это сметана. Нет, а вы там сбоку. Ну, вот Сметану еще. давайте отодвиньте, Да. отодвиньте в сторону. Тоже меня накормить меня хочет еще. Скорее всего, это майонез, Валентина Ивановна. Майонез, а ты попробуй, скажи. А тут один хлеб, Игорек. Это майонез, Валентина Ивановна, ешь. Смело. Тут один хлеб. Не, вы с этой стороны берите. Подожди. Тут хлеб. Капуста. Вот с этой стороны берите. Ага. Ничего. Вы в майонезе специалист, в майонезе, в Цезаре специалист, так что пробуйте. Давайте поближе вам. Нет, не надо. Теперь с этой стороны попробуйте. Зацепляйте с центра, Валентина Ивановна. Это не сметана, точно. Ты что же ешь? Я хочу ваше мнение услышать Хороший, по поводу Цезаря. хороший. Как это? Вы в Цезаре толк знаете? Да. Ну что, давайте, дерзайте. Хороший цезарь, он немножко оригинальный. Что вы имеете в виду? Ну, я вот никак не пойму, что они это положили. Обычно бывают сухарики. Там ведь курица должна быть, да, в Цезаре? Да. Вам попалась хоть? Нет, еще. А вот, по-моему, вот цепляйте, вот она. Вот, Игорек, я не знаю, что вот это. Но это вместо сухариков, я так понимаю, какие. Тут ведь в Цезаре гренки должны быть, да? Да. Вот курица вот тут, Валентина Ивановна. Вон она вылезла. Вон. Твоя любимая курица. Вот Моя она. нет. Я так к курице не очень равнодушный. Давай ешь. Не, ну давайте вы, я с Я этой ем. стороны. Я А ем с этой. уже. Вот, а видите, а мне сразу курица попалась. Молодец. Не, ну местные вот эти штучки. Как они, сухарики. Это, наверное, вместо сухариков что такое. Оригинальные сухарики.
Вы мясо берите, Валентина Ивановна. Вот с этой стороны мясо. Вы капусту одну едите. Ну и что? Ты мужчина, тебе и Ну что, мясо. мужчина. Тебе и мясо. Что за миф такой? Если мужчина, то мясо, а женщине капусту, да? Нет, оригинальные сухарики, ничего не скажешь. Вон она. Вот она курица. Вот теперь я вижу, что вам действительно понравилось, вот, Да. глядя на вас. А то иногда вы не говорите из-за культуры, вроде набрали какой-то, но видно, что вам не нравится вот что-то. Нет. Игорь, я всегда открыто говорю, что нравится, что нет. Здесь они его сделали. Ох, смотри, какая курица. Надо было 2 заказывать, да? А? 2 Цезаря. Ага. Эту не доедаем, эту не доедаем. И Нет, вот котлету доедайте, Валентина. пока не могу. Ну, вы не торопитесь, мы же еще не уходим. А я им говорю, что мы уходим. Это надо вписывать. Двигай себе, я больше не буду. Да. Булочки у нас оказались явно лишними. Тем более я хлеб не ем, я вам взял. А масло сливочное вы едите? Или тоже нет, да? Ну там тоже молоко, да? Я себе масло сливочное позволяю, когда делаю какую-нибудь кашу. Потому что кашу просто без масла не съешь. Ну, кашу на воде делаете, да? Да. Нет, вот эти, я просто отвариваю ее и все. Ну, это самое оно. Надо начинать с этой стороны было, Валентина. А внутри идет. Хороший блинчик. Повторим? Нет, мой милый друг. Надо было 2 брать нам. Не, я бы не съела. Я что вспоминал, вы, как называется заведение на Арбате, вот вы куда ходили? Грабли? Грабли. Грабли. Моя приятельница теперь уже туда своих приятельниц водит. И все в восторге. Ну это типа вот такого же заведения, да? Там получше, да? Там, говорю, совсем все по-другому. А. Там. Ну там как ресторан, да? Или, Нет, или нет, нет, как кафе, как кафе. Кафе. Значит, в твое отсутствие Ага, вот давайте. я Вы хорошо себя вели? хорошо. Я съездила. Сейчас я скажу, Да вот у меня сколько? каша, смотрите. О, Куревская, как говорят. Валентине Ивановне нельзя, а мне можно. Я буду вот есть ее сейчас. Пробуем. Хорошая, Валентина Ивановна. кушай на здоровье. Так, в мое отсутствие. Я съездила на экскурсию в Шахматово. Куда-куда? Шахматово, Это где? где музей Менделеева. Ага. Угу. Это далеко от Москвы. 2 часа с лишним на автобусе. Это вы от долголетия ездили, да? От общества инвалидов. Ну и как впечатление? Прекрасно. Долго ехали? Покажу Сколько? фотографию. Вот. 2 часа туда, 2 часа обратно И там. на автобусе. И там несколько часов. А кормили в дороге? Нет, это все с собой свое. А, тормозок брали, Свое, да. Значит, самое главное, что мое счастье, что автобус был не полный. Я села очень удобно. И всю дорогу у меня нога была поднята вверх, и я ехала с поднятой ногой. И там, когда в музее я была, я сразу садилась на стульчик служителя. И всю экскурсию я слушала сидя. То есть я ногу щадила.
не напрягало. И вторая Еще одна поездка была. была на трамвайчике по Москварике. О, И покажу тебе все фотографии. кстати, трамвайчики Москва-река. У меня было в планах Но покататься. вот посмотри, С вами. посмотри фотографию, вот там все, как и что, чего. Просто увидишь. Что мне смотреть? Я знаю эти трамвайчики. Но я не хотел афишировать, а вы меня опередили. Нет, а я просто с этими, с нашими. А, Это такой другой трамвайчик. ну это экскурсионный вы имеете в виду или маршрутный вот этот? Маршрутный. Электрический. Нет. Это был трамвайчик такой, который тебе будет, наверное, не очень интересен. Он Чего? от Киевской до Китай-города. Час с небольшим. А, туда и обратно, вы, Да, да. Но так как пригласили от общества, подводить нельзя. Не, ну это да. Еще не всем, а тут дали. Это уже бесплатно? Ну и ваши впечатления? Что-то вы как-то... Впечатление очень хорошее, потому что... Как-то вы так это, не весело это сказали. Нет, это очень хорошее. Почему? Потому что как раз ехали мимо таких красивых мест, как Зарядье, это самое, Зарядье. как Красная площадь, храм Василия Блаженного, как это самое, Ну, по центру. да, весь центр, понимаешь, в чем дело, абсолютно. Правда, на обратном пути они попытались включить рассказ, но экскурсовод был не ахти, слабовато было. Вы больше знаете, чем это сколько. Ну, естественно, но попытались. Но там люди были разные на этом трамвайчике. Конечно, было бы неплохо, если был бы совершенно другой экскурсовод. Ну как? Очень. Я сильно сладкое не люблю, но она очень сладкая. Но тебе понравилось хотя бы? Есть Нет, она вкусная. Есть-то хорошая. можно? Есть можно. Ну, сладости поменьше бы, вот это, но это по мне, а кто-то любит, вот как вы, сладкоежка вы любите. Хотя, с другой стороны, у нас с вами варенье одинаковое. У вас в блине варенье, а у меня в манной каше, да. Варенье было? Такой, не отсюда, не с этой тарелки, а из одной банки она. Я что же заказал? Десерт с этим земляничным вареньем, как и вы, блин. Все съел. Молодец. Может, еще котлету доедать. Давайте, а? Это уже много. Нормально. Ну, Компотика вам налью. Салфеточку. Вот. Вот здесь. Они сами делают, наверное, вот это. наверное. Да, теремок. Малина, брусника. Вот Валентина Ивановна любимая брусника. Да. Нам удалось нашли, но не было блинов. Вот. Были бы тоже малина, брусника, блины, да? Или Это мы земляника, брусника, вот было бы еще. Земляника, конечно, как по мне, лучше, чем малина. Да. Да. Эти баночки прозрачные такие. Тарелочки. Спасибо. Спасибо.
О, чистота, порядок. Да? Ну, Давай, чин-чин. за ваше здоровье, чтобы Давай. больше не болели. Да. Что у Лены произошло? У Лена поскользнулась. Лена танцах тоже. На танцах, во время танца поскользнулась Лена. И плохо то, что пятка подвернулась. Вот она показала свой снимок, если ты не видел, можешь увидеть. Не, я видео В видел, но замедленном кто-то не виде. видел. В да. замедленном виде. Я-то Нет. знаю, но мы сейчас Вот. для людей рассказываем. Вот, и на всю тяжесть она, с всей тяжестью тела, упала на эту пятку. У нее двойной перелом. У нее пятка сломана и берцовая кость. Что врачи говорят, как долго все это будет заживать? 4 недели. Как минимум, Гипс. да? Это гипс 4 недели. У меня, когда была сломана нога, из-за моего возраста мне дали 6 недель, а ей 4. Гипс снимут и потом еще реабилитация или как? Или уже все? Нет, уже все. Можно скакать? Нет, скакать еще нельзя, но уже будешь ходить без гипса. Я первое время, когда гипс сняли, я даже боялась на это наступить, потому что 6 недель она все время висячая. Так что все. Завтра будем пробовать, да? Да, завтра опробуем. Опробуем, да. Ну, как вы вот проводили время дома, когда вот были, можно сказать, обездвижены? Ну, в Ну, не то, основном, что обездвижены, но в основном читала. В основном читала. В основном читала. Потом, пока сын был, готовила. Ногу поджав, я готовила. А когда боли на одной нет... ноге прыгали по квартире? Нет, я наступала на пальчики, на пятку особенно наступая. Но боль-то быстро ушла. Главное, вот меня больше всего волновало этот горячий пожар, который продолжается ведь до сих пор. Он же не ушел. Он же не ушел. Ну, вы же сказали, мажете сейчас мазь какая? Да, хорошая. Попала, вот, да? да, вот как называется для Ой, людей? забыла. Их у меня уже столько было, и уже больше не помню. Все. Все. Мне даже Люба прислала свою мазь, которую ей из Египта дали. Я и все. Я даже почему первое время подумала, ни о чем не обращала внимания. Я столько мазала, я думала, я сожгла кожу. И у меня горит кожа от ожога, от этих мазей. То есть я даже сначала не обратила внимания, но думаю, потерплю, главное лечу. Вы кожу сожгли Да, даже. я думала кожа, а оказалось нет. Ну, Оказалось, вот видишь, какая петрушка. Ну, это же гематома. Вот удар, всего-навсего удар. ну как это всего нас, ничего себе. Ну, Удар. понимаешь, ну, Сильный удар был. Сильный удар. Сильный. И вот я ходила в этот раз, когда я его не видела, этого, с которой. Я его вообще не видела. Он подошел, почему я не отказала? Потому что, знаете, можно сказать, вот, не хочет танцевать, там, загордилась, вот таком. Я сказала, ну, пожалуйста. Хотя не надо было соглашаться. Как чуяли, да? Я что, ну, он был немножко Ну, понятно. не в форме. Ну вы еще, я потом-то увидел, вы так до лавки еще добежали прям. Ну так, вы в шоке нет, были немного. Нет, да? нет, у меня ее особо не было, и Игорёку особенно больно не было. Ну, мы же и пришли, Ну, сидели. пришли, да, мы потом сидели, еле рульку разговаривали, ели, да. смеялись, и все, ничего не. Мы только уже потом, когда уходить, я сказала Игорю, я снимаю ботинок, да, и иду в носке. Это я уже, дорогие друзья, не стал снимать, чтобы это Да. не Ну снимал. все, я уже, и когда я сидела, мы такси вызывали, чтобы ехать в Травму. Вот. Так что вот вы все услышали, как говорится, Да. из первых уст. Да. Не нужно То есть- никаких то есть, да, домыслов. не надо ни домыслов, да, не надо, сплетен. не надо сплетен, не надо злорадства, не Да. надо ничего. Люди, будьте добрее, понимаете? Приписывать И тогда, тому, да. и тогда будет у нас все в жизни намного лучше. Понимаете? Не надо, понимаете? Мало ли что у человека может быть, да? Да, Никто не застрахован от Никто таких не застрахован. несчастных случаев. А потом да. я такая, вот я такая, меня уже не переделать. Да, я люблю жизнь, я люблю танцевать. Бог мне дал пока возможность двигаться, и все. И что по этому поводу говорить? Вот надо то, надо сё, надо это. Нет, я буду так, как я привыкла жить. Так, мне пишут в личку опять, не угоманиваются. Игорек,
А вы видели у Валентины Ивановны паспорт? Может быть, она все-таки врет? Но сегодня у меня, к сожалению, паспорта нет с собой. У меня другая сумка. Завтра Не надо, захвачу. не надо. Я не Завтра отвечаю на захвачу. такие эти. И вчера, знаете, что прислали мне Да. в личку? Да. Ну, такая женщина, я не помню уже, как, потому что много там, Ну да. в основном там очень много спрашивают, как добраться, Ага. как подружиться с Валентиной Ивановной. Да, да, да. Вот Кстати, таких вот, в личке. кстати, в субботу... Я говорю, это вы мой кумир, это вы, не я, вы. Ага. Вот, как мне подружиться с Валентиной Ивановной? Ну, как говорю, я не отвечаю вот сейчас всем сразу, потому что времени нет, извините. Приезжайте на танцы и попробуйте с Валентиной Ивановной подружиться. Вот, кстати, Если человек приглянется Валентине Ивановне, она подружится. Если нет, то, ну, Вот. значит и нет. в прошлый раз была Рига. Рига, С Риги, специально из Риги приехала женщина, ее там попросили, она со мной фотографировалась, я привет Риге передавала. Представляешь, наши русские оказались в Риге. Ну, там много Да, русских. много. Она смотрела, передала, было приятно. Просто я говорю, детка, не могу я сейчас танцевать, потому что я просто пришла посмотреть. Вот. И еще вот вчера мне написали Валентина Ивановна, какая-то женщина, я вот не договорил, я соскочил с одной темы на другую, да. написал. И говорю, Игорь, ну поздоровался, вот, давайте откроем сбор Валентине Ивановне на стиральную машину. Вы же говорили тогда, что стирать Вручную. Я ничего на это не ответил. Как вы на это смотрите? Я нет. Я вручную стирала и буду пока стирать. Даже если мы купим машину вам, Валентина Ивановна, стирал. Не надо. Нет. Валентина Ивановна говорит, не надо, вы же шлите деньгами. Нет, я привыкла стирать вручную. Нет, ну это не серьезно, Валентина Ивановна. Ладно там постирать какую-то футболку там или еще. Постельную. Да это же Постельное каторжный белье. труд стирать вручную. Да, Валентина Ивановна. да, больно сложно. И сейчас, конечно, немножко сложновато с пододеяльниками. Вот вы представляете такой ком, вот. Нет, дело в том, что легко, Такой ком нет, белья. легко отжимаю просто на ручке, а вот пододеяльник немножко посложнее. Уже, как говорится, сложно. Ну ничего. Может все-таки стиральную машину, Валентина Ивановна? Нет, пока не могу. Пока не могу. Ну как сможете, мне шепните на ушко. Скажу тебе сейчас, я тебе хотела Фотографии показать, давайте. тебе хотела сейчас, если потом я тебя попрошу тут как это самое вещь одну сделать. Ну это мы выключим тогда. А? Нет, когда вещь одну сделаю, выключим Нет, камеру. да, сейчас. Это как вас встречает Рита с цветами? Нет, не только это. Сейчас я тебе то, что... Вот ты умеешь управляться, я тебе просто открыла, смотри фотографии. Вот просто посмотри фотографии. это вы в поездке? Да, ты просто посмотри поездку, потом вниз и дальше. Валентина Ивановна в поездке. И потом будет это самое. Это на кораблике уже по Москва-реке. Да. Вот он, памятник Петру. О. А это... Что-то упало у вас. Это от этого. Крышка. Это дальше. Это видео здесь. Ага. Не будем. Вот, Валентина Ивановна встречает с цветами. А это не с цветами еще. Это вы возле цветов стоите, я перепутал. Это как раз Менделеев. А там точно. есть. Ну, это тут. А это вы к ламам тоже ездили, да? А? Это да. Эти. Это не другая лама. уже поездка. Это другая, это уже Апачи, да. Апачи, да. Апачи. Лама, Это Апачи. Апачи. Ну это давно было. А это вот с цветами у вас, да? А? Да, вот это Рита как. Ну все, я посмотрел. Ага, Все, хорошо. Валентина Ивановна, сейчас я закрою это. Ага. Все?
Ага. Ну вот Валентина Ивановна Да. путешествовала. Отчиталась. Отчиталась о проделанной работе. Ну, Да. Да. выпиваем. Давай. Компот тоже неплохой, да? Нет, сок очень хороший. Сок очень хороший. Булочки заберете? Конечно. Уж по части хлеба и блинов. Тут даже разговор не веди. Вот, заведите, вот, заверни, вот. Сейчас. Это даже разговор не веди. Так, ну, сейчас я пока выключу. Ну вот, Все. пообедали, поужинали, как правильно, Валентина Ивановна? И то, и другое Всё вместе. с удовольствием использовали, да. Все было очень вкусно, все было очень хорошо. Ну, котлету всё не очень доели, было ведь приятно. не понравилось вам? Нет, понравилось просто много. Я все тихо. Я тебе хочу сказать, Чуть не врезался. нам все время надо брать одно на двоих. Одно на Да? двоих. И тогда у нас всегда будет с тобой хорошо. А мы с тобой сегодня столько набрали. О, дождь идет. Ну и что, у нас зонтик есть. Тогда убирай свою машину. Не, она не намокнет. Да? Так, ну что, Валентина Ивановна, в метро пойдем? А? Пойдем в метро. Метро, да, к тебе домой. Покушали, поели. Поели, да, пообщались, решили сезон открыть. Я осенний. не то, что сезон, Валентина Ивановна, я Продолжение. это справиться. Люди переживают. В основном-то Да, люди да, хорошие, переживают. Да, я Как тебе, Валентина Ивановна, я поэтому, вот смотрите, даже за перила не берется. я тебе не показала, мне прислала эти, как они называются, отзывы из Мурома, Марина. Ей, у нее... Марина Муромская, как мы ее Муромская, называем. да. У нее спрашивают, ты что-нибудь знаешь, передай скорее, чтобы поправлялась. Ну, постараюсь. Завтра быть на уровне. А Ну вот, вы все увидели сами. Вот смотрите, Валентина Ивановна настоящая. Да. Идет сама Да. своими ногами, Да, без палочки своими, без всяких без поддержек. всего. Да, Я всё. вот иду сбоку, Да, даже. все. И мы всё. сейчас вот через дорогу будем Да. переходить. Нормально Пойдемте буду здесь, Валентина переходить. Ивановна. Пока машин нет. Нормально. Все нормально. Так что вот, Все хорошо. порадуйтесь, Спасибо. Да. Спасибо. что с Валентиной Ивановной Все все нормально. отлично. И Ага. была в прошлую субботу, воскресенье на танцах, но Нет, только в субботу. не, в субботу были, Только да? в субботу, в воскресенье не пошла. И Отдыхала. там не фестивалили, культурно посидели на лавочке. Да. Ногами помахала. Ногами с Любовью помахали. пообщалась. И все. И потом проводила Любочку в санатории. А вот эти вот недели, когда дома сидели, Валентина Ивановна, в депрессуху не впадали? Я старалась не впадать. Я старалась держать себя в руках, потому что нога – это основа того, что мне это движение. Без движения я закисну. Даже дома я по возможности ходила, все делала сама. Я же готовила, убирала, немножко Вот стирала. Сокольники еще закрыт, видите? Ага. Центральный Да, вход. Да. Я старалась все делать сама. Ну, вы, короче, отвлекались от дела, От всего, да. чтобы мысли дурные гнать Да, от себя, дурные, да? не, потому что если бы я не смогла встать на ноги, я не знаю, что бы со мной было. Потому что я живой человек, я активный человек, и без ноги я бы не смогла. Слава Богу, пока все более или менее идет ничего. Будем надеяться, что я на каблуки скоро встану. Ну, а сейчас пока вот Да, шлепанцы пока легкие такие. тапочки. Да. Это не тапочки. Тапочки я бы не одела ни в жизнь. Это сабо. Неграмотно, это сабо. Ну Сабо. что? Да, тапочки. Еще в тапочках я пойду гулять. Нет, не пойду. Ну, вот идем. Да. Идем? Обязательно сходим с вами в грабли. Вы меня прям заинтриговали. На Арбат пойдем, да? Да. Вы там уже все знаете. Куда? Отвык. А. Отвык. Да, я все Только. по лестницам. Да Валентина нет, Ивановна, нет. Только. человек механизированный. Нет, я хожу, у меня только на лифте. там же у меня тоже сколько сейчас лестниц будет. Будь здоров. Ну, Но пусть я на они лифте. проедут, вон, мы потом на следующем поедем. Валентина Ивановна, А. мы на следующем поедем, пусть там уедут. Да, с колясками, конечно. Понятно, Так что все. вот так. Наша мельница стоит пустенькая тоже. Да, вот туда мы Ага, тоже ага. ходим. Да, это все После впереди. танцев. Да, зимой будем греться чаем.
зимой греться. Чаем будем. Чаем с коньяком. А? Чаем с коньяком. Конечно. А я всегда чай с коньяком. Нет, кофе с коньяком надо. И чай с коньяком хорошо. Да? Что, пойдемте? Уже приехали, наверное. Наверное. Давайте я открою. Родишь, пока откроешь. Ну, шутки, чувство юмора вы не потеряли за это время. Конечно. Это Да. радует. Да. Значит, будем жить. Будем жить, будем радоваться жизни. Раз я уже хожу, раз к тебе на свидание пришла, это уже все. Это уже о многом говорит. Все. Все. Ой. Открывается. Заходим. Движение вниз. О, Валентина Ивановна Вверх. руководит Закрываем. процессом. Ой. Ой. Отросли. Да. Вот еще вот, смотрите. Я все показываю, как Валентина Ивановна идет. Нормально. Бодрой, уверенной походкой. Естественно. Никаких ковыляний, никаких хроманий. Ничего нету. Да, все хорошо. Спасибо за очень вкусный обед, за очень вкусное общение. Очень было здорово. Соскучились без тебя уже. Всё. И все говорят, я как, без вас. а все как говорили, плохо. Игорька нет, ой, как плохо. А тут еще и Лена, то же самое. Ну, совсем плохо. Вот так вот. Да, привычка – это вторая натура. Но главное, что вы символ Сокольников. Да, и на вдруг, месте. и вдруг свалился. Ну да, как назло, прям все вместе, да, и Лена, и вы. Да, прям сразу такое случилось. ногами. Да. И Люба заболела. Ну, прям подряд все. Да. Ну хорошо, хоть у вас Да, ноги целы. да, целый. Я ей тоже сказала, ради Бога, только следи, не нарушь, пожалуйста, не Да. нарушь. Она уже тоже начала думать о том, как бы побыстрее. Я сказала, 4 недели это минимум. Минимум, тем Минимум. более двойной перелом, Да. не шутки. И на ноге, которую она раньше ломала. На этой ноге? По-моему, на другой. Нет, кажется, на этой. Я у нее спрашивал, она говорит, другой ломал. Другой, но не буду говорить, когда Ну, чего, я точно. чего не знаю. А я вот Осторожно. из Крыма, когда вот с вами поговорил, когда вы мне сказали эту новость, я ей позвонил, спрашивал, как у нее дела. Ну, так что не торопитесь, Валентина Ивановна, я за А вами, я просто хожу. я за вами не успеваю. И так хожу, слава Богу, хожу. Не успеваешь. А то мне говорят, знаете что, куда ты так летишь, Валентина Ивановна за тобой не поспевает. Я пишу, теперь ты за это мной. я, говорю, не успеваю за ней. Ничего, Игорек, слава Богу. Я просто от радости уже. То, что я могу ходить, то, что я могу двигаться, то, что я могу общаться, это, конечно, здорово стоит. Ну да. Потом у нас еще там это самое. Все будет хорошо. Тихо. Оп. Все. Все. Ну и вот мы приехали, сейчас я Ага. с Валентиной Ивановной микрофон сниму. Да, сейчас мой, да. Сразу будешь. А? С утра поедешь или как обычно? Куда? Завтра на танцы-то. Ну как обычно, я может быть еще за бесплатные. Вот Валентина Ивановна. Поезд пришел. Ну, передайте что-нибудь зрителям. Всё. Всем большое спасибо, кто обо мне думал, кто мне желал здоровья. Спасибо, спасибо и до завтра. Надеюсь, не подведу. Все, Пока-пока. Валентина Ивановна, до свидания. Ну, проводим, Валентина Ивановна. Как всегда, Сокольники, Все, пока. а мне в другую сторону. Не перепутай сегодня. Чего? Не перепутай поезда, как в тот раз да. перепутали. Что-то он сегодня очень долго. А? Что-то очень долго сегодня, никак. Не заслоняйтесь, а то...
Игорек, всего доброго, спасибо. А завтра? Пока.